Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И тема нашего с вами сегодняшнего видео — это прогноз на июнь 2025 года для восходящих козерогов. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильные прогнозы, чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказала в видеоинструкции, которая сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также размещена в описании в комментариях к этому видео. И в описании в комментариях к этому видео есть ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на личную консультацию. И теперь давайте поговорим о тенденциях июня 2025 года для восходящих козерогов. Первое событие: 6 июня Марс выйдет из вашего 7-го дома гороскопа, из знака своего падения, из дома, который отвечает за личную жизнь, брак и партнерство, и зайдет в ваш 8-й дом гороскопа, где будет до 28 июля. Транзит Марса по 8-му дому гороскопа создает тенденцию каких-то срочных, резких поездок, внезапных, может быть, незапланированных. Транзит Марса по 8-му дому гороскопа создает тенденцию на расхламление, на то, что можете выбрасывать какие-то вещи из дома, может быть, какие-то вывозить, выносить, продавать. Еще этот период может характеризоваться спорными вопросами по финансам с вашими партнерами, по браку и личной жизни, либо с коллегами по работе, по команде. То есть может быть такое, что почему тебе заплатили премию, больше дали, чем мне, или что-нибудь в этом роде. Еще Марс в 8-м доме гороскопа кому-то из козерогов может давать такие истории наследства, получения, либо получения каких-то таких технических вещей от кого-то, допустим, просто в дар, например, там телефон или что-нибудь такое. И могут быть споры и по поводу тоже там телефонов, компьютеров, что-нибудь в этом роде. И также вероятность есть по транзиту Марса по 8-му дому гороскопа, что козероги могут заняться лечением зубов, зрения, скорее всего, какое-то хирургическое может быть вмешательство, то есть, допустим, там пломбу какую-то поставить, вырвать зуб, застарелые какие-то вопросы решить и так далее. Обязательно будьте внимательны к своим счетам, к своим картам, к своим накоплениям, потому что могут быть какие-то блокировки карт, счетов. Но еще есть такая история, что в этот транзит Марса по 8-му дому гороскопа вам может быть необходимо начать что-то заново. Какие-то навыки, которые вы давно забыли, либо которые вы, допустим, когда-то получили, но ими не пользовались, сейчас придется вспомнить. Например, как управлять автомобилем, когда вы долго не управляли автомобилем. Либо еще что-нибудь, то есть такие навыки, которые вроде один раз выучил, и они на всю жизнь, но у вас был долгий перерыв, и вам нужно начинать все заново. Либо когда вы думали, что вы уже это умеете, но оказалось, что вы это делаете неправильно, вам нужно будет исправляться. Может быть, какое-то тайное покровительство. И еще есть тенденция по Марсу на резкие расставания с друзьями, либо на резкие какие-то разрывы отношений с друзьями. Поэтому будьте внимательны в словах, поступках с друзьями и с мамой еще тоже. Это тоже может быть такой период, когда вы можете более риски быть в отношениях с мамой, знаете, сгоряча бросать какие-то слова. Еще один транзит 6 июня тоже у нас Меркурий заходит в ваш 6-й дом гороскопа и будет там до 22 июня. И вот у меня по прогнозу на июнь для вас, мои дорогие козероги, складывается ощущение, что вы будете, знаете, весь июнь погружены в рутину, в какие-то такие вещи, которые, может быть, вам не доставляют большой радости, но их нужно делать, то, что вы откладывали, то, что вы, может быть, как-то вам надо подготовиться, может, вы в отпуск готовитесь или еще к чему-то. То есть как будто бы вы переделываете много дел. И вот транзит Меркурия по 6-му дому гороскопа, он про то, чтобы узнавать все, что касается там какого-то лечения, спорта, медицинских процедур, лекарств, банковских каких-то структур, то есть по банкам, может быть, походить, может быть, походить по каким-то сервисным организациям, допустим, по поликлиникам, по каким-то парикмахерским, по каким-то косметологическим салонам. В общем, вот такая вот история.
Также это транзит на поиск работы, на то, чтобы искать работу, выяснять что-то про работу, может быть, как получить какие-то дополнительные навыки и так далее. Я напомню, что в мае у вас в 6-й дом гороскопа зашел Юпитер, и Юпитер в целом у вас будет на год практически в вашем 6-м доме гороскопа, и в районе 7-9 июня будет соединение, встреча Меркурия и Юпитера. Двух планет знаний в доме работы, в доме лечения, в доме спорта. Возможно, вы получите какую-то спортивную категорию. Возможно, вы получите какую-то, может быть, тоже категорию, связанную со знаниями про какие-то медицинские. То есть, например, пройти инструктаж по охране труда, получить какую-то корочку. То есть это соединение Меркурия и Юпитера может дать какую-то категорию рабочую, служебную, какие-то новые навыки. А помимо этого, это соединение, которое может поменять ваш график работы, может дать какие-то соглашения с руководителем в это время, какие-то договоренности, какие-то бумажки действительно у вас могут появиться, вот какие-то сертификаты и так далее. Либо не только с руководителем, но может быть с какими-то госорганами. То есть какая-то вот именно в 6-м доме гороскопа будет происходить история, вот в доме, который отвечает за работу, за рутину, за режим дня, за спорт, какая-то будет происходить история, что вы приобретете какой-то навык, скорее всего, вы приобретете какую-то защиту, может быть, покровительство. Вы приобретете какие-то бесценные знания, бесценный опыт, что-то такое. 11 июня состоится полнолуние в вашем 11-м доме гороскопа. Полнолуние в 11-м доме гороскопа — это опять, вот я говорю, будьте внимательны к своим счетам, карточкам, не оставляйте нигде в банкомате, к своим сбережениям, потому что полнолуние в 11-м доме гороскопа у нас про наши накопления, счета, сбережения, про то, что может быть какие-то и крупные траты, но и крупные списания, допустим, переоформление счетов, но и про друзей тоже, вот как и Марс дает тенденцию на то, что может быть какой-то разрыв отношений, либо расставание с друзьями, так и полнолуние в 11-м доме гороскопа тоже про то, что может быть расставание с какими-то друзьями, либо выход из каких-то сообществ, например, просто вы учились и закончили учебу и вышли из какой-то группы в Телеграме, это тоже может быть. То есть и выход из каких-то сообществ может быть и по Марсу, и по полнолунию. 15 июня Солнце заходит в ваш 6-й дом гороскопа и будет там до 16 июля в вашем 6-м доме гороскопа. Ну вот я и говорю, что вы, Козероги, будете включаться в чужие проблемы. Вы будете всем помогать, вы будете всех вопросы решать. Транзит Солнца по 6-му дому гороскопа выявляет какие-то обстоятельства, связанные с работой, с какими-то проблемами, выявляет ваших настоящих врагов, кто вам вредит, кто вам что-нибудь делает такое из-под тишка. Это точно так же может быть выявление каких-то ошибок в работе, либо необходимость вашей помощи другим людям. И это может быть еще решение вопросов, которые были от вас скрыты. То есть у вас такой месяц антикризисной деятельности, большой рутины, большой вот такой вот какой-то копошиться, что-то кому-то где-то помогать, все время приходить на выручку. И в районе 23-24 июня тоже будет соединение Солнца и Юпитера, и тоже может быть прояснение каких-то очень значительных, скрытых от вас раньше обстоятельств. Может быть, какое-то даже такое предложение по работе в том числе, которое вы не ожидали. Но не обязательно по работе, то есть тут больше, скорее всего, вот выявление каких-то скрытых от вас обстоятельств, активное выявление скрытых от вас обстоятельств, как будто вы разматываете какой-то клубок, знаете, как детектив будете в течение месяца, а вот это почему получилось так, а это почему получилось так, может быть какой-то глобальный баг в работе, может быть в машине там копались, начинаете разбираться, что это сломалось, потому что вот это вышло из строя, потому что вот это вышло из строя. То есть как будто бы вы выполняете роль такого детектива в течение месяца и постоянно пытаетесь что-то вот выяснить, разъяснить. Может быть, кстати, и работу искать. И вот про работу может быть какое-то предложение, действительно, тоже у вас в июне. Такое вот неожиданное, прям значительное. С 22 июня по 30 августа Меркурий будет в вашем 7-м доме гороскопа, доме партнерства, брака и личной жизни. Но это хороший транзит, потому что это период большого количества разговоров с партнером, клятвы давать, договариваться, может быть, обсуждать будущее, обсуждать какие-то другие планы.
Это может быть вхождение в новый коллектив, в новую какую-то группу. И в этом коллективе мы начинаем знакомиться, представляться, начинаем много общаться. Может быть, это вхождение в рабочий коллектив, это может быть вхождение в коллектив по учебе или еще какое-то в товарищество, какое-то сообщество и так далее. Также есть тенденция на то, что вы можете с партнерами по браку личной жизни, либо с коллегами по работе, с коллегами по команде совместно обращаться, допустим, к нотариусу, к адвокату, либо совместные путешествия какие-то и так далее. Но и в ваши отношения могут вмешиваться какие-то третьи люди, кто-то может давать вам советы непрошенные, а еще есть тенденция на то, что вы совместно можете побеждать, либо участвовать в какой-то интеллектуальной игре. Ну, интеллектуальном соревновании даже, я бы сказала, не игре, а в каком-то интеллектуальном соревновании. Участие вот в таких вот мероприятиях. Может быть, с коллегами по работе поехать и участвовать в каком-то интеллектуальном брейн-ринге или что-нибудь такое. А вот 25 июня состоится новолуние в вашем шестом доме гороскопа. И не простое, а золотое, потому что это новолуние в шестом доме гороскопа очень-очень необычное. Мало того, что у нас новолуние это всегда что-то новое, так оно еще будет соединение Солнца, Луны и Юпитера. Вот сами по себе Луна с Юпитером формируют гаджи Кешери йогу, йогу счастливчика. И новолуние это период чего-то нового в шестом доме. То есть можно сказать, что в этот период может появиться какое-то очень классное предложение по работе. Либо если вы, например, искали работу, отправляли свои заявки, резюме, может быть, откликнуться с предложением по работе там, где вы вообще не рассчитывали. Либо, допустим, вас примут в какую-то спортивную команду, в которую вы тоже не рассчитывали, да, что вы туда попадете. Либо, может быть, вам одобрят какую-то ипотеку крупную. Либо, может быть, у вас там благоприятно разрешится лечение, либо вы найдете какую-то хорошую клинику для каких-то своих целей. Либо, может быть, у вас появится, кстати, домашний питомец. Такая вот радость тоже может быть по появлению домашнего питомца. Поменяется в вашу пользу режим работы, график работы. Может быть, какое-то вот предложение такое будет классное. То есть новолуние в шестом доме гороскопа в этот раз у вас какие-то рутинные дела может улучшить, либо реально какое-то предложение рабочее может быть. И все в таком духе. Но вот оно все-таки в этот раз такое вот подсвеченное, очень важное новолуние, которое дает новые возможности. А 29 июня ваш пятый дом гороскопа зайдет Венера, но это уже тенденция на конец месяца, на июль. Венера будет в вашем пятом доме гороскопа до 26 июля, и эта тенденция либо на отпуск, либо на увольнение с работы, либо на прохождение какого-то обучения по работе. В целом Венера планета любви, красоты, творчества, отдыха, кайфа, удовольствия. И пятый дом это дом творчества, дом детей, дом влюбленностей, дом подарков, азарта. Поэтому транзит Венеры по пятому дому гороскопа будет склонять, конечно, позалипать в сериалах, походить на какие-то выставки, музеи, повлюбляться, понаслаждаться жизнью, может быть, наладить отношения с детьми и так далее. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на июнь 2025 года для восходящих козерогов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Ну а если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться и до новых встреч. Пока-пока!